Бритье. Рад вас всех приветствовать на своем канале, и сегодня в очередной раз буду вас радовать, благодаря опять же своим подписчикам. Что да как вы сейчас узнаете из крупного плана. Я пока начинаю готовиться, ну все по накатанной, но хочу сказать сразу, сегодня будет экскурс в прошлое. Почти на 100 лет назад, в 1936 год. С чем вас и поздравляю. Догоняйте. Умели люди делать. Ладно, железяка, потерпи. Ты будешь в следующий раз. А сегодня, парни, будет другая железяка. Вот такая вот. Разрешите вам представить жилет New Long Comp. Нет точной даты его рождения, предположительно это 1936 год. Месяц, ребята, сказать, увы, к сожалению, невозможно. Андрей его не знает. Ну, давайте уже знакомиться. Вес произведения искусства 52 грамма. На удивление, ручка легкая. Я уже обратил на это внимание. 22. Голова 30. Все вместе 52. Пацаны, на этот раз сходится, все нормально. Станок трехсоставной, открытый гребень. Ручка имеет вот такую текстурированную насечку, которая довольно-таки приятна на ощупь. Я думаю, что в работе-то она будет ничуть не хуже. Да, к сожалению, она почему-то легкая. Ну, может быть, это привычка буржуинов делать их достаточно полые внутри, и это здесь сказалось. Тем не менее, длина ручки 77 миллиметров. Длина головы уже привычная нам 42 миллиметра. При ширине чуть ли не 25, если мне глаз алмаз не изменяет. Нижняя плита, как и многие предыдущие от Gillette, имеет 13 зубьев. Почему они зациклены на 13, не знаю, но вот на этом то же самое. Посмотрите, сколько там много букв. Made in USA, Gillette, в такой вот ромбовидной пентаграмме, или как это называется. А вот тут, ребята, куча part numberов, то есть серийных номеров. Что сие обозначает, парни, не спрашивайте, я не знаю. Я знаю только, что вот эти станки выпускали, как вот в свое время Жигули, итальянцы, да мы. То есть шлепали их налево-направо, их каких только не было. С этой стороны даже просечечка такая вот есть. Верхняя плита более аскетична. Здесь нет никаких особых наворотов, за исключением центральной вот этой прожилки, которая будет помогать фиксировать лезвие. Угловых вот этих 4 шпеньков, которые здесь у нас точно так же будут фиксировать лезвие, то есть оно сюда будет попадать. Самой резьбы. Ну и вот верхний радиус. Насколько я понимаю, весь станок сделан из латуни. А чем же мы будем бриться на нем, ребята? Спросите вы. А я вот вам даже и не знаю, что ответить. Потому что есть искреннее желание сделать такой раритетский вариант. Вот типа вот мы с вами там в 60-х, 70-х, и станочек у нас старый, и лезвия старые. Вот благодаря вам, ребята, дорогие мои, у меня есть вот такие вот старые лезвия. Не только эти, конечно, эти Пашка подогнал, есть еще и другие. Но вот именно с этими, если... Спутник, ну да, хорош, почему нет? Ленинград тоже хорош. Восход. Вот этого восхода я даже не знаю, а вот этот, скорее всего, восход посвежее. Давайте вот этот, скорее всего, он подревнее, вот его и попробуем. Жалко, конечно, что накануне вам всего этого не показал, так бы с вами посоветовался. Возможно, я сейчас ошибаюсь, и не это лезвие нужно было ставить, но, тем не менее, попробуем. Это мы с вами сейчас трансформируемся в 60-е годы прошлого столетия. Ставим станок 30-х годов, лезвие 60-х годов или каких там 70-х и собираем. Ну, посмотрите, пока неплохо, да? Что-то там. А что это вообще? Мне самому интересно. Вот этот налет я один вижу? Нет, он и есть, правда. И с этой стороны то же самое.
Слушай, с прошлого столетия, может, моль поела? Хотя нет, вроде железку она не ест. Ладно, разберемся. Если все равно хорошо, что вытащил, потому что хоть посмотреть на это лезвие. Сколько десятилетий оно в этой пачке пролежало. Так, ставим обратно. Центральная прожилка, посмотрите, как удачно и хорошо фиксирует. И сейчас она войдет в этот центральный паз. Четырехугольнички, шпеньки четырехугольные отработали, сделали свое дело, зафиксировали. Резьба идет хорошо. Пока не накрутилась, конечно же, болтается так слегонца. После того, как дошли до конца, уже туго. Но можно еще, так знаете, четверть оборотика. Дальше она просто не пойдет, она встала. Все. Смотрите, вылет лезвия. Ну, судя по вылету, он не должен быть агрессивным. Он должен быть лояльным, любвеобильным и максимально положительным героем, который нам позволит хорошо побриться. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Да, я думаю, так оно и будет. Все, ребят, вот это тот станочек, который сегодня будет благодаря Андрею Карасеву у нас на обзоре. Мыло, 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 и прошло. Ребята, Музго Реал. Благодаря опасной бритве РФ я вам смогу сегодня показать этот крем, но, честно говоря, знаете, маленечко сыкотно, потому что почитал на канале, вернее на сайте, из чего сделан, что туда вовнутрь запихали, и сейчас его страшно открывать, потому что там все те запахи, которые я просто обожаю, которые я просто люблю. Там и пачули, и нероли, и фиголи, и там древесные ноты. Я вот сейчас вот боюсь, открою я его. Вот видите, контроль первого вскрытия. Как бы не это, грызть еще начну. А им же бриться надо. Так, кто-то на тюбик даванул, вот этого я и боялся. Ой, ребята, вкусно, вкусно. Так, ну с пробочкой нет, придется сейчас разбираться. Ну, вообще Музго Реал для меня такая же константа, как и прораза, поэтому я каких-то, знаете, таких вот особых потрясений не жду, потому что это добрая рабочая лошадка, которая всегда выручит, всегда плечо подставит, всегда поможет и всегда сделает то, что надо. Всегда, всегда хорошо, всегда с достоинством. Ну, это понятно, что достаточно бюджетный крем начальной линейки, но тем не менее он всегда был рабочим. И да что говорить, пошли работать уже, в деле его сейчас проверим. Из Помазков ребята с Покер. Чехии со своим бюджетным добротным вариантом. То, что в прошлый раз у нас не зашел Метис, или кто там у нас был, Барсучок, ребят, я не сильно переживаю, потому что ну, все равно с Покера они всегда делали все хорошее. То, что тот, скажем так, не настолько крут, как Помазки там за 2-3 тысячи, 5 тысяч рублей, но это естественно, это нормально. Конечно, хотелось бы получше. Ну, пускай с Барсуком у них там не задалось, но я больше чем уверен, что с Кабанчиком на этот раз, конечно же, получится. Несколько ввергло в ступор система наименований Помазков, то есть вот номерная и плюс еще с обратной стороны щетина Белена. Не увидел я на том Помазке, а здесь вижу, да, щетина Белена, действительно, смотрю, ну, правда, щетина Белена, что. Спасибо, вы подсказали, а так что-то вот сам затупил. К Помазку. Так, паспортные данные. Вес Помазка 3-4 грамма. Ну, диаметр узла, ребята, ну тут или 18, или 19 миллиметров, на больше он просто не тянет. Высота узла 58, высота ручки у нас 53-54. Ну, то есть все вместе вытягивает на сколько там, 103, 104. Ну, короче, ребята, небольшой, не маленький. Чуть-чуть ниже среднего. Такой вот маленький, компактный. Для начала такой брать, ну почему бы нет, тем более за те деньги, что их обычно продают, это в районе 3-4 сотен, то есть как бы и нормально, и хорошо. Ручка из довольно приятного пластика, четырехугольная, держать удобно, с торца углубление, для пуркуана нужно вообще непонятно, ну наверное для красоты. Литничок здесь остался, который совершенно не будет влиять, со временем, конечно, он грязь будет собирать, но и убрать его, думаю, тоже небольшая проблема. Упругость, да, есть упругость, хорошая упругость. Так, начинаем процесс.
В любом случае это помазок кабаний. Поэтому если вы рассчитываете на хороший результат, вам придется поработать месяцок-другой и подождать, пока вот эти вот кончики распушатся, вот так вот раздвояются, расстрояются. И здесь такая уже бархатистость повышенная появляется. Вот тогда-то он у вас и начнет дарить добром в полную свою силу. Ну а пока мы его просто попробуем. По автошейву у нас дефицит, ребята, поэтому сегодня будет Веледа. Веледа автошейв. Опять же, благодаря моим подписчикам. Есть у нас вот такой баллончик. Всегда он мне нравился, всегда классный. К сожалению, не так часто он бывает на обзоре, потому что место все время занято. Но вот сегодня свободное окно, и мы с вами посмотрим, что это таке и что это за зверь такой. И одеколоном номера, благодаря опасной бритве РФ, сегодня будет Truffit Hill Clubman. Ребята, попробовал, побрызгал, любимой дал затестить, так заценить тоже. Свое представление составил вот сегодня и поделюсь с вами в видео. Все, пошли бриться. Итак, помазок у нас уже замочен. Открываем крем. Ребят, древесных нот здесь меньше, чем я рассчитывал. Некоторую толику всех ароматов на себя оттягивает запах лимона. Но все равно он такой приятный. Это не та латоха, которая сбивает меня с копыт и заставляет биться в конвульсиях. Нет, но запах все-таки классный, классный. Хороший запах. И посмотрим, что у нас сейчас получится. Решил сегодня без всяких чар, без нифига. Так вот просто сейчас попробуем на лице. Хотя сразу на лицо с кабанчиком, может быть, это и не самый верный выход. Но с другой стороны, он у нас небольшой, 18 мм в диаметре. Да и не такой уж длинный узел. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Есть запах, есть. Да? Это тот самый добрый спокер, старый добрый спокер, который я знал с предыдущих времен. И учитывая стоимость вот подобных вещей в районе 300-400 рублей, ну, даже до 400 не дотягивает. Это очень, даже очень, я вам скажу, выбор. Лазюкая по мазкам, мы не только добиваемся того, чтобы распределить пену, но чтобы эту пену еще доставить под каждый волосок, чтобы он там везде залез и там, где надо, все вот это вот все сделал. Распределилось более-менее нормально. Итак, старый станок со старым лезвием. В путь. Ребята, песни не будет. Я чувствую прям как дерет. Очень сильное предположение, что у вас ход мягковат для всего этого. Так, ну и кто же нас выручит-то? Первое, что у нас тут попалось. Шик. 2 раза брились. Но в принципе так-то разобраться за 2 раза я не должен его угробить, да? Давайте попробуем шик поставим. Лялечка, лялечка. Так хочется сказать, прям вот этот шелест пошел. Ребят, половина того, что я здесь говорю, это для новичков. Кто давно уже в теме, прекрасно знает, что правильную песню станка с лезвием от неправильной отличить очень легко.
Во-первых, конечно же, звук. Но еще до звука вы это почувствуете, когда ведете станком, потому что вот эти вот закусы, упирания в щетину, и знаете, как пробуксовка такая, трин, как по ухабам вот это вот все скачет, и каждый раз вот подскоком вот этим вот волосы выдирает. Это не то пальто, ребят. Сразу снимайте лезвие, меняйте на другое. Угу. Снял хорошо. Мыло пены или вот этой вот субстанции мыльной, оно есть, но видали лучше. Что будет дальше, сейчас посмотрим. Лицо сухое практически. Нет. Как помазок-то пену схомячил. Угу. А вот сейчас побольше осталось. Ну, видимо, этот эффект накопления работает. Еще чуть-чуть намочим. Кстати, станком очень удобно в труднодоступные места заходить.
Beautiful. Ну, поставалось, конечно, кое-что. Сейчас еще быстренько на добривку отправим. Ну, вот эта вот часть, она самая такая, знаете, не камильфо. На мой взгляд, там самые вот такие вот волосы растут. И не совсем в хорошем направлении, плюс еще не совсем в хорошем месте. Там вот эти вот все радиусы, иди его обойди. Ладно, станком как-то полегче. А вот с опаской, бля. Туда суваться, вот это вот все. Так, ну ладно, что у нас тут? Ну вот и все. А что же нам покажет помазок? А помазок нам вот что покажет. Изначально я его не дозагрузил. То есть, видимо, вот те 1,5 сантиметра, которые мы с вами взяли, это был не предел мечтаний. Опачки. Ну смотрите, как интересно. Девки пляшут. Нормально. Так, ну на лицо уже мазать не будем, потому что смысла особого какого-то нет. Споласкиваемся автошейф. Никак не ожидал, что лезвие себя так поведет. Честно сказать, я рассчитывал на большее. Но с другой стороны, попытаться все равно стоило. Ну, что имеем, то имеем. Так. Веледа, автошейф. За что всегда любил Веледу, это за ее запахи и свойства. Как же она, зараза, работает хорошо, а пахнет. Ну, на самом деле, там вот эти вот альпийские дела, которые они собирают, там травы, там или бабочек в Альпах ловят, там или фей по утрам на первой росе. Ну, что-то там альпийское есть, ну, прям приятное, приятное. Но, опять же, выполнение. Кто из вас не видел Веледа, она всегда стремится своей продукции к какому-то, знаете, своему стандарту, и мне этот стандарт нравится. Вот эту стекляшку взять, но это фа, ми, фа, ми. Какая нота? О, классно. Дозатрон, который вот они сюда поставили, под названием «Хрен вытрясешь». Ну что, неприятно, что ли? Конечно, приятно. Каждый раз, когда я его наклоняю, я точно знаю, что лишку я туда не это. Ой, а та чертовски классная дрочевость. Офигеть. Блин, парни, патриоты всего нашего и олдскуловской закалки, заткните уши, я тут остальным пацанам скажу. Ребята, вот если такая хрень есть, шипр не нужен. Дерет не хуже нашего, а пахнет вот этим вот буржуинско-горным вот этим. Прям хорошо, хорошо. Но опять же следов, ну, практически не оставляет. Тынь-тынь-тынь, пришел, сделал, ушел, следов нет. Приятно, хорошо. Вещь, конечно же вещь. Веледа, она, блин, и в Африке Веледа. Одеколон. Одеколон Trophy Hill Clubman. Мне понравился, скажу сразу. Он, знаете, он какой-то... Так, ты что, не так откручиваешься? Он опять веселый, опять летний. Мне кажется, что Trophy Hill всю линейку такую замыслила. С какой-то, знаете, ноткой чего-то желтого. То ли это кусок солнца затерялся там, то ли они апельсино-лимонное что-то туда, или лимонадное. Ну нет, не лимонад. Вот такое. Классная. И что самое интересное, моей любимой понравился тоже, но она говорит, что тут есть какая-то сладкая нота. Я ее не чую. Для меня это не сладко. А вот для нее она говорит, что это сладковато. Но запах, конечно же, чрезвычайно мне понравился.
Классный, классный, обалденный, мужской такой, знаете, энергичный запах. Это как энергия природы какой-то, вот знаете, солнечного дня. Нет, не природы, энергия солнечного дня, что-то вот такое. В этих одеколонах все хорошо. Цена. Вот это для России маленечко, да, повод порастраиваться. А все остальное, фу, ребята, вещь. Особенно вот тот вот синенький Truffit Hill, который я вам показывал. Классный, зачетный запах и классный, хороший одеколон. Ну, блин, ну, дорогой, сука. Ну, опять же, видите, каждый судит по своему карману. Для кого-то это может быть дорого, для кого-то это может... Ну, пошел там 3 литра прикупил, да и все. Ну, что, ну, пускай будет нормально. Поэтому тут, наверное, будет правильно, если каждый решит сам. Так, что у нас на повестке дня? От всей души надеялся, что этот доктор пригодится. От пинаудов. А он так и не пригодился. Кстати, запаха не имеет. Пробирочка работает. Здесь, видимо, что-то маленечко попало. И обратите внимание, оно вот такой вот какой-то вот белой штукой стало. Но тем не менее все функционирует, все нормально. Где-то тут что было? Да? Да? Просто прижимаете, и та влага, которая вот здесь вот есть. Вполне вероятно, что для того, чтобы он работал еще лучше, может быть, его как-то наклонять надо. Но того, что вот я сейчас с первого раза выдавил, вот так, поза глаза, будет, если вот у вас такая штука будет, если будете наклонять, смотрите, потому что перенаклоняетесь, он как даванете, у вас там как побежит. Поэтому так, спокойно, без фанатизма. Хорошая зачетная штука, мне нравится. Прям хорошая. Самое главное, что не пахнет. Ну, такой легкий какой-то непонятный запах, который вообще даже в расчет можно не брать. Ну, считайте, что его нет. Я сейчас даже не уверен, Веледа это пахнет. Лаврушечка поперла. С перчиком. Упаси Господи, не та лавруха, которую мы в магазине в пакетах покупаем. Нет. А нормальный лавр, благородный, светки который. Плюс еще вот эти вот перчиковые ноты. Вы знаете, очень часто мы добавляем черный перец не для запаха. И он пахнет по-особенному. Он пахнет не так, как красный, он пахнет не так, как другие перцы. Тот же самый желтый, там, допустим, или черный, или вот эти зеленый. У него такой свой какой-то обалденный запах. И тут есть запах вот этого обалденного перца. Не черного. Какая-то это вот перчиковая травка. И такая она собака классная. Ой, хорошо, хорошо. Прям вещь. Ну, Веледа, что. Так, помазок. Денис Краснов, который нам их прислал. Денис, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность пацанов познакомить еще раз с серией «Подмосков's Покер». Я знаю, ты немного расстроился из-за того, что барсук показал себя не так, как ты рассчитывал. Не расстраивайся. Нет повода совершенно. Во-первых, ты никого не подвел, ты никого не обманул, а наоборот, ты даже сделал благое дело. Ты показал людям, какие вещи могут быть. Благодаря тебе они об этом узнали. То, что он не такой крутой барсук, как, например, какие-то другие барсуки за 1000 рублей. Ну, в принципе-то он и не должен быть таким. За его-то деньги. Это во-первых. Во-вторых, каждый раз, когда человек себе что-то покупает, он примеряет на себя. Если, допустим, кто-то хочет познакомиться с миром барсуков, даже если он этот помазок возьмет, я не думаю, что он познакомится с миром барсуков. И вот благодаря тебе я могу пацанам об этом сказать. На мой взгляд, вот этот вот последний спокеровский, он был, ну, из этого, господи, барсука, он был сродни AGM. Что-то там такое, вот, знаете, ни шатка, ни валкое такое вот было. Ну, скажем так, среднячковая бюджетная серия. А нормальные барсуки, они совсем другие. Они вообще обалденные. Вот сейчас «Опасная бритва» еще один милевский барсучок прислал. Ребята, я вам покажу, я его уже попробовал. Я его подготавливаю. Где он там? Куда-то у меня делся? А, вот он. Вот он, красотулечка. Я уже 2 раза им пенку сбил. Сейчас 3-й раз еще собью, поставлю. И есть что сказать. В принципе-то я уже могу про него рассказать. Но в работу лучше запустим.
Вот это да, это уже открывает дверь мир барсуков, это уже можно посмотреть. А здесь же совсем еще даже и не барсук, это кабан. И причем кабан достаточно нормальный. Скажем так, не удивили и не расстроили. Это нормальный, хороший кабан. В принципе, за достаточно обычные деньги. Если будет вопрос стоять так, вот допустим, вы сейчас что-то там за бугром где-то берете, и допустим, вы там того же самого Симожа какого-нибудь там в районе там 7, 8, 10 евро присмотрели, или Вилонга себе какого-нибудь, и вот думаете, вот взять того кабана или этого кабана за 400 рублей, ну понятно, что те будут покруче. Да, те будут лучше. И с тем же самым, допустим, Омегой, да, его не сравнить. Это другая весовая категория, хотя и деньги-то в принципе сопоставимые, но это совсем уже другое. Ну и с Яки его не сравнить тоже. Яки это, хотя и по деньгам похоже, но тем не менее это уже совсем другая песня. А здесь вы берете на месте, не заказывая нигде. Вы пришли, отдали 300-400, получили. Вам надо сейчас. Знаете. Вот на эту роль он вполне себе годится. Вполне себе нормально. И раз уже говорили за по-морски, ребята, так, чуть-чуть приоткрою. Короче, Яки, те модели, новинки, вот эти вот, которые я вам уже показывал, они, если не на этой, то на следующей неделе должны запустить их в продажу. А уже трекнулось на таможне в Новосибирске еще две новинки от Яки. Совершенно опупительно чешуительные помазки. Ну, судя по картинке. Когда придет, мы рассмотрим их получше. Поэтому вот за этот помазок могу сказать, ребята, он своих денег стоит. Если вы на территории России, вам нужен кабанчик, вы его можете смело брать. Все, больше ничего. Благодаря своему 18-мм узлу и высоте узла где-то 50 мм, там с копейками, он спокойно делает свою нормальную работу, он звезд с неба не рвет, он не бьет себя пяткой в грудь и не кричит «я самый-самый». Он просто делает то, что должен делать. Все. Вот с этой задачей он справляется. Поэтому по мазку твердую пятерку. Вот так вот, если. Крем. Ну, в моих глазах до Латохи не дотянул. Мне Латоху мало кто переплюнет. Ну, вот если вот это вот, то, что я сейчас сказал, так, знаете, разделить на 25 и убрать, то по факту скольжение 5, пенообразование без вау-эффекта. То есть 4,75, вот так бы я поставил. То есть, ну, поймите, смотрите, вот 5 это вот это вот. По сути-то я сейчас ставлю 4,75 крему за то, что он спокойно, нормально делает то, что он должен делать. Вот без этого, но тем не менее он справляется со своей работой, то есть он делает нормальную пену. Может быть, вот это вот все меня разбаловало. И если это вот так к этому подходить, тогда этому крему твердая нормальная пятерка. А всем, кто вот эти вот, ну там уже за пятерку будет зашкаливать, можно и так к этому подойти. Долгоиграющаяся пены, ребята, она не садится, она на протяжении всего времени была с нами, тоже хорошо, тоже нормально. Что касается постэффекта, после того, как вы станком пройдете, тут да, тут печалька, там не так уж и много остается, там ну, практически мало чего остается. Но очень часто, когда бывает вот такая песня с кремами, что после станка там ничего не остается, это первый колокольчик лично для меня. Что где-то, что-то, как-то там сейчас сырая резина-то выстрелит. Хрен там. Нету никакой сырой резины. Все нормально, все хорошо. По запаху ложками есть не буду, ребят. Он, знаете, он сродни что-то вот Truffit Hill. До его мощности и богатству композиций он не дотягивает. Здесь маленечко поменьше. Здесь вот эта вот лимонная составляющая, все-таки она чуть-чуть перешибает. Но те задекларированные ноты древесные и прочее, которые я так надеялся здесь получить, они уходят на второй план и еле-еле заметны для меня. Это имховая составляющая. Поэтому просто так вот взять и тупо снизить за эту оценку я тоже не имею права. Поэтому за запах я ставлю просто 5. Да, он несколько не тот, на который я рассчитывал, но он есть, он приятный, он хороший. Он правда хороший. А вот за что бы я действительно снизил бы оценку, так это, наверное, за то, что
пришлось второй раз добавлять. Но тут тоже, видите, хотел бы с вами посоветоваться, насколько вправе это делать, потому что тут две неизвестных. Не факт, что молодой Салабон с помазок, который я вот его подготовил всего 2 раза, это его 3-й раз был, что не он тут подговнил маленечко, и не он тут свою шпильку-то в зад вставил. Может быть, он как-то подзахомячил, именно поэтому пришлось 2-й раз крем наносить. Поэтому вот в этой... Нет, пока снижать не буду, надо в этом просто разобраться. Есть определенная вероятность, что это не косяк крема, что это косяк помазка. Поэтому вот этому крему без всяких доп. Баллов, вот без всего, просто вот обыкновенная 5, да и все. Обычный нормальный хороший крем. Так, что у нас тут еще осталось? У нас осталось, лезвие осталось. Лезвие нифига не понял. Как только пошли на нем вот с этим жилетом Nylon Comp, думал, сейчас бубенцы отстегнутся, потому что так он цепанул-то хорошо. Такое ощущение, что какая-то бешеная крыса мне в волосы так вот цепилась, повисла, сказала, сука, сейчас откушу, я тебе брык-брык. А вот она вот так вот, так вот. И не, умерла так умерла, айда сразу же его снимать. Ваше мнение, если на вот этом станке, который по агрессивности лично для меня где-то между 89 и 41 головой, с уклоном 89, то есть не посередине где-то, а вот между 41 и 89, но ближе к 89. Если он на этом станке вот так вот сыграло это лезвие, на какой бы другой станок вы бы его поставили? Вот интересно, что вы думаете об этом. Ну и, конечно же, сам станок. Ребят, судя по всему, мы имеем дело с народным станком. Потому что я тут после 10 минут в гугле я посмотрел, блин, там этих комбов, New Comp, там Bold Comp, Short Comp, Long Comp, охренеть комп, отвали комп, там столько этих станков, это там просто опупеть. Там их в Англии делали, и в Канаде, и в Америке, и в Европе, не помню, на картинке надо посмотреть. Короче, их ленивый только не делал. Всяких вот этих вот разных вариаций. И все выпускали вот эти вот жилеты комбо. Блин, ну их, я так и подозреваю, что их дофига было выпущено. Чем же он хорош? Ребята, мне понравилось качество. Понравилось, как он выглядит. Понравилась балансировка, как он сидит в руке. Понравилось, как он в работе себя держит. То есть у меня даже не было мысли, что где-то что-то там как-то надо там поднапрячься, чтобы он стал вот именно так. Нет, он сам находил дорогу, сам шел, сам все делал. Да, конечно же, нужно будет попыжиться, чтобы подобрать к нему лезвие, потому что то первое попавшееся, которое мы сегодня поставили, не факт, что это самое лучшее. Возможно, и физер был, но почему нет? Ну, персона на худой конец. Нет, худых концов нам не надо, так вот просто. Поэтому, скажем так, побрил он хорошо, побрил он здорово. Те маленькие непробривы, которые в конце у меня остались, я все-таки готов снести на лезвие, которое мы поставили. Шиковское, вон оно завалилось. Потому что все-таки 3-я ходка, возможно, где-то там какой-то отпечаток есть. По большому счету станок хорош, но при всей его хорошести, ребят, я вам так скажу, Master Mass он не переплюнул. Его 13 зубов супротив наших 14, лично для меня не аргумент. Мне почему-то Master Mass больше понравился. Чем? Наверное, статью своей. Этот, конечно, поплотнее, более сбитый, но ручка-то полая. То есть сама по себе она чуточку полегче, чем у Master Mass. И он, понимаете, вот эти вот зубцы на Master Mass, они мне показались менее агрессивными. Вот здесь вот я когда веду, ну они не колятся, нет, по ряхе-то не бьют. Ну, что-то вот у меня какая-то вот такая вот внутренняя вот какая-то вот, что-то она у меня возникала, а в Master Mass такого не было. Если сравнивать тот станок и этот станок, я бы, наверное, все-таки свои 5 отдал бы вот за Master Mass. Это ни в коем случае не умаляет достоинства этого станка, станок хороший, зачетный. Если где-то вдруг на просторах вселенной он совершенно удачно попадется в руки вот нормальный, адекватный, вот как Андрею Карасеву повезло, хороший инструмент, ребят, возьмите, попробуйте, почему нет, история, причем живая, дышит нормально и без всяких каких-то грехов. Так что станок себе очень классный, зачетный. Еще раз спасибо Андрею Карасеву, что позволил вас познакомить с этим станком. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья.
Ну и пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч.